Да, У. Добро пожаловать на космическое раскрытие. С нами Кори Гуд. С момента потрясающего обновления Кори, которое мы обсуждали в предыдущих эпизодах, у нас накопилось так много вопросов, что мы решили ответить на них в одном эпизоде. Кори, с возвращением на программу. Спасибо. Да, У. Первый вопрос таков, пожалуйста. Не могли бы вы прояснить преимущества и недостатки ликвидации внешнего барьера в нашей Солнечной системе? Например, означает ли это, что существа, подобные драконийцам, могли бы запросто свободно приходить и уходить по своему собственному выбору? Да. Мне рассказывали, что в отсутствие барьера сейчас наша Солнечная система полностью открыта, что существа могут приходить и уходить через систему порталов, но все это тщательно отслеживается, очень скрупулезно. Посредством электрической обратной связи можно определить, сколько прыжков вы совершали с одного места в другое, сколько связей устанавливали до того, как оказались там, куда направлялись изначально. То есть, вас можно отслеживать. Кроме того, мне говорили, что те, кто сбежали через систему порталов, до конца своей жизни будут оставаться беглецами, так как для негативных групп больше не остается реально безопасных небес, где бы то ни было. Да, У. Раньше вы упоминали, что у драконийцев имеется большой анклав в нашей Солнечной системе. Поэтому, когда произойдет солнечная вспышка, если они окажутся здесь в ловушке, это будет их главное поражение. Ну еще да. Солнечной вспышки, все они погрузятся в анабиоз или спрячутся в одном из временных пузырей до того момента, пока энергия будет проходить через нашу Солнечную систему, что займет свыше 1000 лет. Затем они планируют вернуться и восстановить свою власть. Когда случится солнечная вспышка, именно нашей заботой будет найти их и искоренить. Да, У. Понятно. Итак, вот следующий вопрос. Зигмунд кричит вам, интуитивный эмпат, мать твою. Кто-то из присутствующих поясняет. Полагаю, Зигмунд имел в виду, что вы не интуитивный эмпат. Не могли бы вы объяснить, что именно этот кто-то имел в виду, исходя из утверждения Зигмунда? Конечно. Зигмунд определенно имел в виду, что мои сведения, полученные интуитивным путем, были неверными. Да, У. То есть он подразумевал, что интуитивные эмпаты должны быть потрясающими экстрасенсами, которые всегда правы. Да. Вот какое у него сложилось впечатление. Предполагается, что вы экстрасенс, и, следовательно, должны знать все. Да, У. Понятно, Знаете, в целях прояснения любой ситуации всегда использовались 3 эмпата, и тому есть причина. Дело в том, что даже когда наши способности усиливались сыворотками, ни один из нас не был точен на 100%. Да, У. Ясно. Следующий вопрос. В конечном счете, драконийцы являются просто пешками искусственного интеллекта, который на самом деле манипулирует ими. Тогда если за все отвечает ИИ, и он не будет разгромлен одновременно с разгромом драконийцев, как мы узнаем, что не становимся рабами ИИ? Частично процесс. По мере того, как Солнце выходит из того состояния, в котором пребывает сейчас, в состоянии солнечного минимума, а весь солнечный цикл составляет приблизительно 11 лет, ожидается, что когда светило выходит из состояния минимума, оно делает это впечатляющим образом, то есть происходит ряд. Видите ли, даже когда Солнце пребывает в минимуме, все равно ожидаются вспышки. Некоторые уже произошли. И воспринимает солнечные вспышки как электромагнитный импульс. Вся технология, в которой он обитает, будет разрушена, и сигнал И лишится способности распространяться в нашем регионе космоса из-за энергии, которая испускается из Солнца как ответная реакция со стороны космической паутины. Да, У. Если такое произойдет, как нам избежать разрушения из-за утраты нашей технологии? Нам придется несладко. Люди будут. Произойдет потеря жизни. Мы столкнемся с неприятными событиями. Вот тогда настанет время, когда многие отколовшиеся цивилизации, дружественные нам, после того, как это произойдет,
Они будут рассматривать это как возможность привнести все продвинутые технологии каждому человеку на планете одновременно, а не просто отдать их нескольким элитарным странам и позволить им просачиваться к остальным. Существуют ли технологии, устойчивые к излучению, способные противостоять солнечной вспышке и оставаться в рабочем состоянии? Считается, что технология достаточно экранирована, но исходя из того, что мне говорили, как бы глубоко под землю вы не ушли, энергия проникнет и туда. Но ведь они считают, что после вспышки смогут высвободить технологию, которой мы сможем воспользоваться. Да. Интересно. Тогда мне приходит в голову похожий вопрос. Если, как вы говорили, и получит электромагнитный импульс от последней из ряда солнечных вспышек, самый сильный в последующие 10-11 лет, что помешает ему сразу же вернуться в те фотоны, которые, по вашим словам, уже несут в себе этот сигнал вернется в нашу Солнечную систему через 1000 лет. К тому времени мы уже создадим другой вид технологии, осознаем угрозу и сможем уменьшить воздействие. То есть по существу угроза повсюду, и мы просто, как система знает, как создавать, чтобы бороться. Верно. Сигнал будет передаваться из многих разных галактик вокруг нас. От него не спрячешься. Следующий вопрос. Уильям Томпкинс настоятельно призывал нас к действию. Как по-вашему, что нам следует делать, если мы хотим свергнуть драконийцев и исцелить наше общество? Это касается каждого человека. Каждому индивидууму следует выполнять свою работу, чтобы убедиться в том, что он не имеет кармических хитросплетений. Нам нужно фокусировать намерение или сотворческое сознание на позитивном результате. Чем больше людей будут поступать именно так, тем легче нам будет достичь позитивного результата. Прямо сейчас на нашей планете мы видим то, что Тир-Эйр называет великим пробуждением. Фокусировать намерение – это слишком общий термин. Не могли бы вы рассказать конкретнее, что такое фокусировать намерение, все так же просто, как звучит. Фокусируйте намерение и энергию на позитивном будущем для человечества, на позитивном результате. Секрет черной магии в том, что она способна сбрасывать на нас кое-какие нездоровые детали или идеи о катаклизме или о чем-то, что произойдет. Они сбрасывают их в наше сознание, и мы сами, своим сотворческим сознанием, позволяем происходить тому, что происходит. Нами просто манипулируют. Тогда в каком-то смысле мы обладаем могуществом направлять ситуацию так, как хотим. Мы всегда обладали таким могуществом. Просто нас держали в неведении. Тогда почему драконийцы так напористы в том, что делают? Если они творят лишь то, что мы позволяем им творить, почему они так преуспевают? Потому что мы сами позволяем им это делать. Знаете, нам внушили некий вид молчаливого согласия не бороться и позволять, чтобы нами манипулировали. Когда голубые авиане говорили, что нам следует встать с колен, не уточняли ли они, что это значит, конкретный мотив подниматься с колен? Конечно. Дело в том, что как вид нас запрограммировали на ожидание кого-то или чего-то, что придет и нас спасет. Это часть программирования, которая позволяет держать нас в неведении относительно наших сотворческих способностей. Когда мы осознаем свои сотворческие способности, мы понимаем, что Спаситель нам не нужен. Мы сами и есть те, кого мы ждали. Очень интересно. Тогда следующий вопрос. Чтобы действительно избавиться от рептилоидов, следует ли нам дожидаться солнечной вспышки? Да. Чтобы искоренить всех до последнего, да, потому что именно тогда они уйдут в места, где залягут в анабиоз, чтобы спрятаться. Именно тогда они не смогут выйти из-за энергий. Энергии вспышки для них смертельны. Они не могут с ними справляться. Мне говорили, что это похоже на глушение рыбы в бочке. Еще один вопрос. Мне любопытно получить пояснение. Космическая семья человечества – это ваша цитата,
космическая семья человечества придет и поможет нам подняться на следующий уровень эволюции и роста. Не могли бы вы пояснить, что такое космическая семья? Каков следующий уровень роста? Наша семья – это космические кузены и кузины. Они – человеческие существа, очень похожие на нас, просто другие виды, уже прошедшие через процесс. Вот что произойдет. После полного распуска суперфедерации они собираются пригласить представителей обитателей локального звездного скопления, состоящего из 52-х звезд, в сооружение суперфедерации. Там они будут общаться с нами, помогать нам и советовать, как пройти через оставшуюся часть процесса. В вопросе речь идет как о росте, так и о духовном росте. В то время как космическая семья человечества будет помогать нам. Сначала они помогут нам взять в свои руки нашу собственную программу. Что именно это влечет за собой, я не знаю. Но на этот счет я получил кое-какую информацию. После того, как человечество узнает о проводящейся программе, и что мы часть программы, мы восстанем. Мы будем очень расстроены. Знаете, мы ведь думаем, что являемся красивыми суверенными существами. Как это сочетается с фактом, что мы просто лабораторные мыши для более продвинутых существ? Возникает проблема. Проблема с когнитивным диссонансом. Это будет трудное время. Понятно. Следующий вопрос. Какова природа классов, через которые мы проходим во снах? Это что-то наподобие сидения в классе в школе, или оно носит больше символическую природу? Как именно происходит обучение во сне? Исходя из того, что мне рассказывали, ряд людей встречаются на эфирном плане, в одном и том же месте, в чем-то вроде классной комнаты, где временами меня использовали в качестве аватара, чтобы учить людей. Люди все время сообщают о том, что видели меня во сне в классной комнате. Но сам я ничего не помню. Я всегда говорил, что меня использовали в качестве аватара, чтобы учить людей или их высшее «я», что-то вроде того. От голубых авиан я узнал, что мы действительно работаем со многими людьми во сне и помогаем их тренировать. Это духовный уровень. То есть, в некоторых случаях это реальные классы. Верно. Окружение в виде классной комнаты. Вот как люди воспринимают такое эфирное событие. Они видят, их высшее «я» представляет им это как пребывание в классной комнате. Я не совсем осведомлен, как все это происходит на эфирном плане. Кори, я нахожу очень интересным то, что в законе одним из самых общеупотребительных терминов для вознесения является окончание учебы. Лично я видел много-много снов о церемонии окончания учебы. Как вы думаете, сны об окончании учебы могли быть частью идеи о классной комнате? Вполне возможно. Но окончание учебы, через которое мы будем проходить, это намного большее событие. Это и есть великое пробуждение. Понятно. Сейчас у нас есть вопрос о галактической работорговле. В связи с тем фактом, что в рамках галактической работорговли человечеством интенсивно торговали, является ли война с рабством следующей большой подвижкой в битве добра со злом? Будут ли люди, убранные отсюда, возвращаться в свои дома? Да. Сейчас мы уже видим большую войну с торговлей людьми. Даже здесь на Земле. На Земле. На Земле происходит колоссальная торговля людьми. За тысячи лет ее масштабы не изменились, хотя мы считаем себя развитыми. Сейчас она широко распространена. Но большая часть, свыше миллиона людей в год, является частью работорговли, осуществляющейся вне планеты. Как мы уже обсуждали, людьми торгуют по многим-многим разным причинам. Вот уже какое-то время происходит следующее. Были и есть. Оперативники Альянса ТКБ, которые приходили. Я принимал в этом участие, я лично помогал делать это. Когда жертвы пытались отослать с планеты, мы перехватывали их. Временами нам удавалось кое-кого спасать, а затем отсылать на планету, которую контролировали майя. Это планета исцеления, на которую забирают людей с целью излечения.
поэтому спасение уже происходит. Мне говорили, что вскоре спасение начнет осуществляться в массовом порядке. Оперативники будут искать. Я имею в виду, что миллионы рабов, которыми торговали, будут спасены и помещены на планету исцеления на определенное количество лет, где пройдут через процесс излечения. Все травмы будут исцелены. После выздоровления они будут возвращены на Землю и вольются в семью людей нашей планеты. И в ходе этого процесса оперативники позволят людям на Земле узнать, что их любимые помещены в программу исцеления. Да, Хорошо. Следующий вопрос. Вы упоминали, что в видели человека с бейджиком НАСА, и это не то, что мы слышали раньше в ваших свидетельствах в рамках программы «Космическое раскрытие». Поэтому не могли бы вы остановиться подробнее на следствиях того, что вы видели кого-то в этой, по-видимому, простой программе НАСА, которая, предположительно, не должна быть вовлечена в нечто такой глубины? Недавно Эмири и я говорили о том, что есть космическая программа ВВС и специальная школа, где готовят астронавтов. Она находится где-то в районе Великих озер. Там десятки астронавтов. Именно выпускники этой школы служат на космической станции ВПК и летают на треугольных космических кораблях, обслуживающих эту станцию. Понятно. По-видимому, они имеют доступ к Ула Браво. Ула Браво – это единственная Ула, которое они знают.